Продолжаем наши уроки. Сегодня настало время, наконец, попробовать сделать. Начнем мы это с маленького шахматного столика. Шахматный столик наш будет выглядеть следующим образом. 1000 миллиметров будет он у нас. 1000 в эту сторону по красной оси. Ну, дальше по зеленой оси опять вы должны попасть 1000 миллиметров и замкнем 1000 миллиметров. Я сейчас удалю, не удалю вот эту центральную часть, выбираю и нажимаю Delete, чтобы у нас остался только чистый контур. Почему так? Это будет удобно для того, чтобы работать с инструментом Follow Me, следуй за мной. Теперь изобразим сечение, то есть то, что будет у нас в сечении нашего столика. Для этого, чтобы было это удобно, сначала изобразим прямоугольничек 30 на 30 миллиметров. И здесь нарисуем картинку того, что бы мы хотели видеть. Ну, например, вот так. Наш может выглядеть, например, так, так. И вот таким вот образом. Допустим. Теперь сотрем это все и обязательно проверим, чтобы это все получилось у нас в одной плоскости. Все есть в одной плоскости. Теперь осталось выбрать контур, по которому будет у нас сдвигаться наше сечение. Нажимаем Delete и выбираем все линии контура крышки шахматного столика. После этого выбираем инструменты, следуй за мной. И дальше осталось нам щелкнуть по сечению. И вот смотрите, крышка у нас получилась. Закроем ее сверху. Удалим вот эту линию. Закроем ее снизу. Снизу. Так, не хочет закрываться. Сейчас поправим. Надо выбрать нам, у нас получается она такая выпуклая изнутри, да? Ну, поэтому нам нужно сделать вот что. Отсюда и до противоположного такого же угла. Противоположный угол будет вот он. Здесь опять линию, она уже, видите, кончиком тем прицепилась туда, куда нам нужно. Вот теперь закрылась. Все. Теперь нам нужно нарисовать здесь клеточки. Помните, у нас размер 1000. Да? Мы сделаем смещение 100 миллиметров. И у нас получилась здесь центральная часть 800 на 800 миллиметров. Выберем линию. Правой клавишей щелкаем, выбираем. Разделить и пишем 8. Получилось здесь 8 отдельных сегментов на равном расстоянии. Точно так же выбираем вот эту линию рядышком, разделить на 8, Enter. То же самое у нас получилось 8 сегментов. Потом мы прорисуем линии и разделим это на клеточки. Дальше снизу отступим 100 миллиметров и нарисуем оси. Здесь по 20 миллиметров. Вот здесь, здесь и здесь. И с этой стороны. Ну а теперь изобразим сами ножки. Они будут у нас 20 на 20, вот такими квадратиками. Так. Что-то у нас тут не хочет.
Так, у меня есть подозрение, что здесь не 20 миллиметров. Ну да, не 20. Проверим здесь, сколько у нас получилось. Здесь 20. Почему не хочет? Нарисуем так. 20, 20, 20. Вроде бы нарисовалось. Здесь квадратик и здесь квадратик. Теперь вытянем все на 800 миллиметров. Здесь 800. Так. И здесь тоже 800 миллиметров. Все получилось у нас. Ножки, столик, все хорошо, да, красиво, все стоит. Так, но за одним исключением. Ведь эта ножка у нас кривая, да. Ну и это все, вот это все неудачное место, где мы это строили последний раз. Значит, мы ее поправим. Поправим ее так. У нас здесь должно идти 20 по линии 20, опять же 20 и должно быть 20 и вытягиваться 800. Ну давайте посмотрим, удачно получилась ножка на сей раз. Ну да, удачная, хорошая ножка. Все красиво, параллельно, перпендикулярно, как мы и предполагали. Теперь давайте разметим вверху. Вверху нам надо провести 8 линий по красной обязательно оси. Мы разделили линию на сегменты. Сегменты одинаковые. И это нам облегчает нашу работу. Клеточки у нас получаются одинаковые. Вот так. Ну, теперь осталось применить материалы. И смотрите, дальше я буду окончательную визуализацию делать в Lumen. И поэтому там я имею возможность наложить свою текстуру. И предположим, вот здесь текстура у меня дерева, и ножки с того же дерева сделаны. Но направление волокон у них должно быть разное. Поэтому, когда мы делаем SketchUp, то надо нам покрасить эти элементы в разные цвета или наложить на разную текстуру. Ну, что это означает? То есть, мы покрасим, выберем цвет дерева, и ножки покрасим одной текстурой, да, вот, например, такой текстурой, а крышку стола и все остальное покрасим по-другому, да. И вообще, наверное, удобнее сделать по-другому. Но чтобы это было быстрее, то мы сделаем так. Сначала покрасим все одним цветом. Это включая и верхнюю крышку. Все покрасили целиком. А теперь перекрасим отдельные элементы. Ну вот я перекрашу ножки вот другим цветом здесь. И специально его выбираю таким, чтобы он был, отличался от того, чтобы я видел, что здесь совершенно другой цвет. Так, чтобы я имел возможность наложить текстуру другую. Так, здесь. То есть каждый раз надо выбирать грани так, чтобы потратить меньше работы,
чтобы потратить меньше усилий и сделать ту же самую работу. Ну, и здесь, конечно, необходимо внимательно смотреть, чтобы где-то что-то не пропустить. Да? Не пропустить. Иначе придется возвращаться в модель и потом все это поправлять. Ну, так. Ну, здесь покрасим другим цветом. Так. Ну, и здесь останется таким же. А вот уже сами клеточки придется закрасить вручную. Для этого здесь есть цвета. И в том числе есть белый. Вот и красим белым. Через одну и потом вот так. Ну, быстрее здесь сделать не получится. Если мы нечаянно ошибемся, ничего страшного, это можно перекрасить. Так, и вот здесь покрасили. А теперь у нас есть и черный. Покрасим черным. Видите, перекрашиваются клеточки без проблем. Вот и все. Вот наш первый столик готов. Ну, а как он будет выглядеть после визуализации в Lumen, то, пожалуйста, смотрите.